Салам-салам! Привет новым зрителям и нашим постоянным подписчикам. Сегодня я расскажу о том, чем я был удивлен при переезде в Узбекистан из России. Что меня действительно поразило и перевернуло мое представление о жизни. Вещи и факты, удивившие меня, мы разделим на несколько типов. Первое – это разрушение стереотипных картин, существующих, если не во всем мире, то у россиян точно. Второе – это вещи, отличные от привычного нам образа жизни в России. И третье – это обычаи, связанные с местной культурой, которые вызывают удивление. Будет интересно, а пока мы начинаем, ставьте лайк и проверьте подписку на наш канал. Вы на канале «Едем жить в Узбекистан». Итак, первое. Начнем с разрушения внешних стереотипов. И прошу узбекистанцев не смеяться и тем более ни в коем случае не обижаться на нас. Ведь для вас эти вещи обычны. А многие, кто не был в Узбекистане, могут думать так стереотипно. Да, это выглядит глупо, но стереотипы, они, конечно, смешны и могут показаться даже обидными. Существуют определенные стереотипы по разным странам, и Узбекистан не исключение. До того, как я сюда переехал, я думал, что вся страна похожа на большой тысячелетний кишлак. И первое, что меня удивило, это то, что страна вполне современная, а в некоторых нюансах даже более чем. Пока не буду углубляться в мелочи, но многие вещи здесь более удобны, электронные, логичнее и проще, чем в России. Воу-воу, опять предвкушаю ваши комментарии. Почему вы все сравниваете с Россией? Я прожил всю свою жизнь в России, поэтому с ней и сравниваю. Мне больше не с чем сравнивать. Чтобы было проще объяснить представление об Узбекистане, давайте я объясню этими стереотипами. Представьте, например, Сеул или какой-нибудь современный корейский город с небоскребами, оживленными трассами. Так вот, то, что вы сейчас представили, скорее больше похоже на Узбекистан, чем тот образ, который обычно всплывает у человека, ни разу не бывавшему в республике. Здесь есть высотные дома, небоскребы, метро и полно электромобилей. Кстати, электромобилей гораздо больше, чем в России, из-за отсутствия пошлин и теплого климата. Касаемо жилья, я еще не говорю про частные дома в Ташкенте. Рублевка нервно курит в сторонке. Здесь в Ташкенте есть такие улицы с мини-дворцами, что идешь по ним, как по музею. Кстати, вскоре я сниму видео пролеты по таким улочкам, и позже вы сможете увидеть этот сюжет по ссылке в правом верхнем углу. Я ожидал увидеть страну третьего мира, а увидел развитое центральноазиатское государство. Второй внешний стереотип, который рухнул сразу же, как только я начал гулять по улицам, это внешний облик узбеков, их стиль одежды. Мы в России привыкли судить об узбеках по приехавшим на заработки гастарбайтерам. Причем зачастую даже не отличая между собой узбеков, таджиков, кыргызов и, наверное, даже корейцев, всех пренебрежительно называя гастарбайтерами. Они, как правило, едут из глубинок и, не найдя работу и не реализовавшись у себя на родине, в глухом кишлаке. Действительно, в кишлаках мало работы, очень мало. Большую часть заработка они отправляют семье и живут в России максимально бюджетно. Выполняют тяжелую грязную работу, за которую обычно не берутся россияне. Например, работают на стройках или дворниками. Отсюда соответствующий внешний вид приезжих рабочих, по которому складывается представление о всей нации и стране. А незнание русского языка многие россияне воспринимают за необразованность и глупость, что совершенно не так. Для узбекистанцев поясню, что их соотечественники, уехавшие на заработки, выглядят неопрятно, как люли. И когда я прошелся по Ташкенту в первые дни, проехал в метро и посмотрел на население, то мне в глаза бросились следующие вещи. Во-первых, основная масса людей – это молодежь возрастом до 35 лет. Я посмотрел статистику, и действительно 60% населения Узбекистана составляет молодежь, так как за последние 30 лет рождаемость сильно увеличилась, и как раз подросли дети, родившиеся после получения Узбекистаном независимости. Во-вторых, народ ходит и ездит не с угрюмыми кирпичными лицами, как в России, а с некой легкостью, открытостью и доброжелательностью. Народ не подавлен печалью, как в России, и не озлоблен. В стране идет развитие, полно перспектив, а более 300 дней в году светит солнце. Печалиться не о чем. В-третьих, все опрятно одеты, причем здесь прямо культ внешнего вида. Не столь, конечно, гипертрофирован, как в Турции, но все же народ одет аккуратно. Мужчины все побриты и ухожены. Здесь, как выяснилось, небритость воспринимается так, как будто вы не причесались, не почистили зубы и не застегнули рубашку. В маленьких городах народ, конечно, одевается попроще, но все же одежда будет опрятная, чистая и выглаженная. В таком обществе приятно находиться. Молодая, жизнерадостная и приветливая нация, а не серая и угрюмая озлобленная масса.
Девчонки красивые, ребята предприимчивые и веселые, аккуратные и все при этом вежливые и доброжелательные. Особенно мне нравится, как выглядят старички. Они за собой ухаживают, следят за бородой и очень улыбчивые и похожи на добрых волшебников из сказок. Очень улыбчивые и еще более доброжелательные. Совершенно не такие, как российские пенсионеры, брошенные на произвол судьбы, ненужные государству и загнанные в злость и нищету. Перейдем ко второму разделу. Второму типу, напомню, это вещи, отличные от России. Я могу отнести следующие сильно меня удивившие наблюдения. Парковки во дворах, выполненные в крытом варианте из перестроенных ранее общественных временных зданий. Такого в России точно нет. Раньше эти сооружения использовались для общих махалинских собраний, для празднования свадеб всем двором, для отдыха стариков и игр детей на улице в тени летом. Сейчас же эти сооружения переделаны в крытые парковки. Я не буду отмечать это плюсом или минусом, просто зафиксирую как отличительную особенность. Кстати, я сейчас вот понял, что я не встречал в Узбекистане гаражных кооперативов. Видимо, в какой-то мере данные сооружения являются теми самыми локальными дворовыми гаражными кооперативчиками. Домики смотрителей помоек. Такого тоже нет в России. В Узбекистане эти места представлены жителям, нуждающимся в жилье и работе. В основном в этих домиках проживают люли, это местные цыгане. Но они не занимаются попрошайничеством, а добросовестно работают. Как следствие, в стране нет бомжей и никто не цыганит у метро. Малоимущий слой населения пристроен к работе и имеет хоть какое-то, но свое жилье. И плюс дополнительно подрабатывает на сборе вторсырья. Кстати, я очень сильно удивился, узнав, что в Узбекистане собирается вторсырье. Пластик отдельно, бумага отдельно, все это идет на повторную переработку. Даже если вы выкинули в мусорку в общую кучу, смотрители помоек все рассортируют за вас. Также я был удивлен тому, что за неуплату электричества при достижении нулевого баланса на счету вас отрубают мгновенно, так как здесь везде установлены счетчики с обратной связью. Как только вы положите деньги на счет, а сделать это можно онлайн через банковское приложение, то свет сразу же включит, также автоматически. Эти мелкие и незаметные местным жителям нюансы очень заметны приезжим и вызывают скорее удивление от понимания, что здесь больший порядок, нежели чем в России. Как говорится, дьявол кроется в мелочах. Даже тот факт, что здесь не разносят бумажные почтовые извещения по ящикам, тоже заставляет удивиться. Я буду, как всегда, честен перед вами и открыт. Я стараюсь доносить информацию максимально объективно и в своем обзоре буду говорить как про интересные положительные вещи, удивившие меня, так и отрицательные. Прошу вас принять эту информацию не в обиду, а просто как сторонний взгляд, на основе которого можно поправить ситуацию и улучшить качество жизни. Да, и каким-то негативным вещам я тоже был удивлен, поэтому справедливо их рассмотрим. Одна из таких вещей – это налог в 25% на доставку товаров, заказанных с AliExpress, Amazon и тому подобных сервисов. Я не буду рассуждать и оценивать, почему это так здесь, но считаю, что это неудобно, неудобным это жителям и тормозящим развитие рынка. Ранее в одном из своих выпусков я уже поднимал эту тему и говорил, что заказал телефон и не смог его забрать на почте, так как не был готов оплачивать сверху четверть стоимости телефона. Народ же эти ограничения легко обходит различными способами, и я тоже его обошел в итоге. Получается, что закон не работает толком, как калитка в пустыне. В общем, для меня это осталось непонятной, удивительной вещью. К минусу, который удивляет не только меня, но и всех приезжих, можно отнести информационное отсутствие сайтов и рекламы в интернете. О чем я говорю? Ничего не найти в Яндексе или в Гугле. У большинства организаций сайта нет. Если же сайт есть, то он заброшен и за ним никто не следит. Таргет никто не оплачивает, и сайты иногда есть, но их просто не найти. Здесь все привыкли искать все в Телеграме. Все в нем. Не ведутся сайты, зато ведутся телеграм-чаты. К этому нужно привыкнуть, но у этого феномена есть обратная сторона медали. Если вы предприниматель и открыли здесь свой бизнес, сделали сайт и настроили рекламу, то вы соберете 95% рынка сразу же, так как, по сути, все ваши конкуренты сидят лишь на сарафанном радио и не пользуются столь эффективным ресурсом. Пользуйтесь, захотите отблагодарить, отблагодарите по возможности потом. Кстати, о благодарностях и поддержке нашего канала. Не забывайте про подписку и лайки. А если у вас есть возможность поддержать нас копеечкой, то на конечной заставке будут реквизиты моих карточек. Что удивило еще, так это контрольная система в автобусах и электричках. Контролеров практически нет. В электричках так вообще билетеры берут половину стоимости себе в карман. Об этом я рассказывал в своем другом видео и в шорте. Автобусы же в основном ездят без кондукторов. Иногда функции кондуктора выполняет водитель или один из его родственников, помогая водителю, например, его сын. Ничего обычного, скажете вы, нашел чем нас удивлять, и будете правы.
так как удивительно здесь то, что даже при отсутствии кондукторов народ не ездит зайцем, а оплачивает проезд. Даже вышедшие на своей остановке пассажиры идут к передней двери к автобусу и передают деньги за проезд водителю. Печально только то, что водитель не выдает талончики, и тоже непонятно, какая сумма денег доходит до государственной казны. Правительство, кстати, не спешит наказывать ни кондукторов, ни билетеров, ни тем более ни в чем не виновных пассажиров, а старается перевести эту систему в электронную, чтобы пассажирам было выгоднее пользоваться проездными карточками. Тогда и наличку водитель не сможет присвоить, и стоимость проезда по карточке пассажиру получается значительно дешевле. Вообще таких интересных мелочей очень много. Давайте перейдем к третьему типу фактов, удививших меня в Узбекистане, которые уже связаны с традициями, культурой и даже религией. Понятно, что все страны отличаются друг от друга по причине наличия своей специфики, традиций и культуры. Сейчас поговорим же про те, которые меня удивили в Узбекистане. Первое – это сильный уровень доверия друг к другу и, как следствие, низкий уровень уличного воровства. Наверное, самое первое, что замечаешь, что тебя даже повергает в шок, это то, что все кассиры в ресторанах и магазинах везде просят сообщить им пин-код от твоей банковской карточки. Местные же сами говорят, что это норма, им эти пин-коды не нужны и лишь мешают оплате. Но я хочу сказать, что пин-коды придуманы не зря. Сейчас начинает расцветать уровень кибермошенничества. И я знаю случаи, когда жулики пользовались доверчивостью местных граждан и такой безалаберностью. Конечно, уровень местного жилья пока что оставляет желать лучшего. Они еще только начинают свое развитие. Так, например, мне пришел код в СМС на телефон, и сразу же поступил звонок с просьбой сообщить мне код типа «Ака, брат, скажи, пожалуйста, код из СМС, мы хотим что-то купить». Я, конечно, посмеялся над таким низким левелом мошенников. Но если такое здесь есть, значит, люди сильно друг другу доверяют. И будут те, кто этим воспользуется. Пока что узбеки гордятся тем, что они всем доверяют и могут называть код от карточек. Я не думаю, что этим стоит гордиться. Гордиться, конечно, можно уровнем безопасности в стране, доверием друг к другу, но не тем, что ты сообщаешь всем свой пин-код. Также я был однажды сильно удивлен, обнаружив ночью кучу упаковок с колой, водой и прочим товаром, сложенным за ларьком. Ларек был закрыт. Камер никаких нет, товар никто не охраняет, на улице ночь, бери что хочешь. Потом я замечал это неоднократно и не только в этом месте, а вообще по всем ларькам и маленьким магазинчикам в городе. Не поместившийся внутрь товар выставлен на улицу, никто его не ворует, ничего не трогает. Если на ночь товар не убран, то его тоже никто не трогает. Многие уличные холодильники с товаром также не закрываются на ночь. Вот это для меня, как жителя окраины Санкт-Петербурга, очень удивительно. Я понимаю, что в том месте, где я жил в России, этот товар не пролежал бы и 10 минут ночью, а днем все растащили бы за час, за два. Причем у многих магазинов здесь нет камер наблюдения. Действительно, просто не принято брать чужое. Никто не хочет себе проблем на всю жизнь из-за украденной бутылки колы. Ведь здесь очень строгие законы, и за колу присесть можно на 7 лет. А выйдя из тюрьмы, ты всегда будешь изгоем, и никто не выдаст свою дочь замуж за тебя. От твоей семьи могут отвернуться все знакомые, ведь родители не смогли тебя нормально воспитать. И этот позор тенью ложится на них. Причина отсутствия воровства здесь в менталитете и воспитании людей. И отчасти в религии, которая является неотъемлемой частью менталитета, а также влияет на воспитание. Еще один интересный нюанс, связанный с традициями. Поскольку преобладающая часть населения исповедует ислам, то пятница считается священным или скорее праздничным днем. И пятничная молитва перед обедом особенно важна. Так называемый джума-намаз. В связи с чем в середине дня перед обедом встает вся работа. Продавцы оставляют свои магазины и уходят в мечеть. Даже останавливается работа в некоторых государственных учреждениях. В пятницу перед обедом жизнь в Узбекистане замирает. Вы можете зайти в маленький магазинчик и не обнаружить там продавца. Вам придется часик подождать, ну или оставить деньги, если вы знаете ценник, и взять товар. Кстати, да, в маленьких магазинчиках вы, скорее всего, не найдете ценники. Продавец помнит стоимость каждого товара. Однажды, пару раз так подождав продавца, ушедшего на джума-намаз, я научился более не планировать никаких дел на середину пятницы. И к этой специфике легко привыкаешь. А вот минусом хочу отметить выходные дни госучреждений в субботу и воскресенье. Не обменять деньги, не оформить карту в выходные в банке у вас не получится. Более того, все банки закрываются в будние дни в 17:00. Непонятно, когда это можно успеть, если ты работаешь в будние дни. Вечером банки закрыты, в выходные тоже закрыты. Это очень неудобно. Это не совсем, конечно, к традициям, немного я отклонился от темы. А вот та вещь, которая меня удивила в традициях больше всего. Здесь есть такое спортивное мероприятие, как кубкари. Кубкари – это аналог пола на лошадях, но вместо мячика используется, чтобы вы могли подумать,
Половина туши барана. Не только для россиян, но и для европейцев это звучит просто дико. Я когда такое услышал, был, мягко говоря, удивлен, немного совсем пипец, как я через край удивился, я вообще офигел. Спортивный инвентарь – это половина свежеубитого животного. А узбеки вполне нормально и немного восторженно отзывались о данном виде спорта, как об увлекательном спортивном матче. Еще одно интересное наблюдение, которое связано с религией и, кстати, одновременно же является ошибочным стереотипом. Приезжая в страну с исламским вероисповеданием, а верующих здесь по статистике более 50%, я, естественно, ожидал и был готов к тому, что люди будут молиться толпами и везде. Первый год я работал в местной компании, где было 90% сотрудников верующие и молящиеся узбеки, но никогда они не молились на рабочем месте или на улице и тем более толпами. Для этого есть определенные места в каждом здании, скрытые от общих глаз, позволяющие верующим уединиться. Сотрудники уходили по одному, молча и незаметно. Поверьте, я даже первые пару месяцев не знал, что они молятся 5 раз в день и что есть специальные комнаты для этого. Я думал, что просто кто-то вышел в туалет покурить или просто куда-то отошел на 10 минут. Я еще удивляюсь воспитанности узбекистанцев. Да, именно узбекистанцев, а не только узбеков. Ведь в общественном транспорте парни уступают места девушкам, младшие и старшим. Ирине постоянно уступают место, становится даже как-то неудобно. Даже мне пару раз молодежь подрывалась уступить место. Я смотрю на местные привычки и тоже уступаю места старшим и девушкам в общественном транспорте. Да, я им активно пользуюсь, так как это дешево и удобно. Если вы идете по улице, то все дети с вами здороваются, причем вообще в любом районе, даже если они вас вообще видят впервые. Ты автоматически улыбаешься и здороваешься в ответ. Случайный прохожий может угостить вашего ребенка какой-либо сладостью. Этого не стоит бояться, здесь это норма. Это очень удивительно и непривычно россиянам. Кто-то может сказать, что а вдруг хотят отравить или мало ли что, ведь у этого человека незнакомый, непонятно, что у него на уме. Я и сам так раньше думал, живя в России, ведь там совершенно другая обстановка. Представьте себе, оказывается, может быть по-другому. И то, как оно по-другому, вот это и есть на самом деле норма, адекватность общества. Вообще здесь очень много мелочей, фактов и вещей, вызывающих мое удивление и интерес до сих пор. Я рассказал лишь о тех вещах, которые обнаружил в самые первые дни нахождения в республике. Узбекистан – это целая страна со своей культурой, привычками, системой и порядком. Поэтому сравнивать или просто что-то находить можно очень долго. Это очень обширная, практически бездонная тема. Что-то интересное я нахожу и до сих пор. Я надеюсь, что это видео было вам интересно. Если это так, то поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы YouTube рекомендовал его большему количеству зрителей. Если вы не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь, и мне будет приятна такая поддержка. А если у вас есть необходимость пообщаться лично со мной, то жду вас в своем телеграм-чате по вот этой ссылке. Но если вы имеете возможность поддержать нас финансово, то сделать это можно по реквизитам карточек. И если поддержка с вашей стороны будет достаточно активной, то я подготовлю зеркальный выпуск о том, что может удивить узбекистанцев в России. Всем удачи и до встреч в следующих сюжетах.